Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Какие последствия неправильного наращивания? Отслойки, сколы, трещины и ступеньки под ногтевой пластиной. Все это нам сегодня предстоит исправить. Поехали! Ко мне обратилась модель с такими ногтями после другого мастера. Тут было выполнено наращивание ногтей при помощи геля на нижние формы. Давайте с вами посмотрим, как выглядят эти ногти спустя около 1 месяца носки. Мы видим, что у кутикулы отросло хорошо, но если посмотрим под ногтевой пластиной, то увидим огромнейшие ступеньки, что говорит о неправильной постановке формы. А также в некоторых местах есть большие отслойки. Они чреваты попаданием грязи, а возможно и присоединением инфекции, поэтому, конечно, стоит работать аккуратно, использовать те материалы, которые будут хорошо носиться у клиента во избежание этих отслоек. А мы приступаем к снятию. Сегодня хотелось именно бы выполнить коррекцию, не снятие полностью, а восстановить эти ногти и показать, как можно убрать данные ступеньки и вообще, можно ли их убрать и реставрировать данные ногти. Поэтому сейчас мы снимаем до тонкого слоя материала и самое главное, убираем эти большие отслойки. Посмотрите, какая огромная. Постепенно носиком прохожусь около нее по периметру, истончая материал. И затем отслойка сама отходит. И под ней очень много темного, но не пугайтесь, модель предупредила о том, что она работала в саду, пересаживала цветы, работала с землей, поэтому она кое-где и забилась. Она пробовала ее вычистить самостоятельно, но из-за ступенек она сделать этого так и не смогла. Ну и, соответственно, из отслойки этой никак землю не убрать. Поэтому сегодня будем убирать. На самом деле я всегда лояльно к этому отношусь. Я никогда людей не осуждаю за это, не говорю о том, что вот ты какая неряха или там, не знаю, нечистоплотная. Ну, с каждым бывает на самом деле. Вот, поэтому наша задача как мастеров тоже это убрать. Еще один нюанс, когда мы начали опиливать, на среднем была большая трещина на свободном крае. И сегодня мне хочется показать не полностью, как наращивать свободный край, а как достроить отсутствующий уголок, как его восстановить. Я очень много показывала вам именно техники наращивания, а вот наращивания такого уголка давненько не было, я даже не могу припомнить. Поэтому сегодня я расскажу также при помощи постановки формы, как с этим легко справиться. Ну а мы с вами выполняем пока маникюр и обработку. Для этого использую алмазную насадку пламя с красной насечкой. Пока я выполняю обработку, предлагаю поговорить о том, к чему приводят ошибки при моделировании ногтей. Как мы поняли, такая самая основная ошибка – это ступеньки. Почему же так происходит? Потому что форму ставят не под ноготь, а ниже, под гипонихий. То есть форма падает под кожицу, которая у нас отрастает под ногтем. В таком случае на свободном крае появляется большое количество материала для того, чтобы сравнять форму, подставленную шаблон, вместе с натуральным ногтем. Этот объем материала дает, конечно же, излишнюю толщину, и очень часто по этой причине ногти ломаются под точкам роста, появляются трещины, а порой даже очень неприятные и больные. Почему? Потому что свободный край перевешивает, и ногтю просто не хватает сил выдержать этот тяжелый свободный край. И действительно, мы видим на некоторых ногтях трещины по точкам роста. Давайте поговорим о следующей ошибке, когда мы устанавливаем форму не плотно с ногтевой пластиной, а с зазорами по боковым сторонам. Я уверена, что тут также была эта ошибка, потому что мы видим на указательном прямо нет кусочка материала по точке роста. Предполагаю, что там просто форма стояла не в стык, не плотно к ногтю. Поэтому образовалась так называемая галка, трещинка. Очень хорошо, что она дальше не пошла, мы с вами ее сможем откорректировать. Какие еще бывают ошибки при постановке форм и как их избежать? Как правильно ставить шаблоны? Об этом я подробнее расскажу на бесплатном вебинаре, который пройдет совсем скоро. Регистрируйся по ссылке в описании. Так, ну а мы с вами выполнили чистый аппаратный маникюр, который подходит для такой сухой кутикулы, как у моей модели.
Немного сломанный кончик я отрезаю при помощи ножниц, и теперь мы готовы к нанесению материалов. Сначала праймер для улучшения сцепки, пластичная база в тонкий слой на все ногти и отправляем на просушку в лампе. Тут прицепился надоедливый волосок, поэтому его убираем. Кто-то из вас мог подумать, зачем восстанавливать такие ногти и делать на них коррекцию, если можно полностью все убрать, полностью убрать свободный край и нарастить ногти заново. Да, конечно, так безусловно можно было сделать, но в последнее время у меня было несколько роликов по наращиванию ногтей, а такого рода сложной коррекции давно не было, поэтому хотелось вам показать именно ее. К тому же мне пришла посылка от Космопрофи с новыми товарами. Я вам много раз уже говорила, что я просто обожаю гели от Космопрофи, потому что они действительно твердые, так как многие производители сейчас замешивают гели сильно пластичные, как Hard Base, и получается, что ногти не столь твердые, не столь прочные, как хотелось бы. И к тому же это потрясающая линейка шиммерных гелей, которые я давно ждала. Также в посылке была коллекция из гель-лаков, йогуртов. Почему они так называются? Потому что внутри такие крапинки, песчинки, то есть это не блестящие частички, а именно разноцветные. И они всегда очень классно выглядят в весенних, в летних дизайнах. Они придают какой-то изюминки и хочется этот маникюр рассматривать. Для ремонта свободного края будем использовать нижнюю форму. Сейчас я ее не вырезаю вглубь, как я бы делала при стандартной постановке, так как мне не настолько важно, насколько она будет хорошо стоять, поскольку мы достраиваем только кончик. Но все-таки насечки по боковым сторонам сделаю для того, чтобы форма повторяла изгиб в торце натурального ногтя, чтобы кончик новый смоделированный не был слишком широкий. И теперь при помощи геля на форме очень быстро достраиваю уголок. На самом деле, когда вы умеете ставить шаблоны, то это делается просто на раз-два. Вы скажете, возможно, это можно было сделать акригелем без постановки шаблонов. Да, возможно, акригель бы дал большую толщину, и цвет бы не совпал с тем гелем, которым я работаю. Поэтому тут есть также ряд нюансов. Пришлось бы брать жидкость, пришлось бы брать кисточку и тратить на это время. Такой способ тут являлся для меня более оптимальным и быстрым. Помним про нашу трещину на указательном. Ее также закладываем при помощи твердого материала и просушиваю сначала фонариком, прихватываю этот материал, чтобы он не ушел под ноготь. И затем уже выкладываем основной слой материала. Сейчас я не довожу конструкцию до идеала, сейчас я не выстраиваю никаких ровных бликов и так далее. Почему? Потому что мы будем выполнять с вами опил, а именно опил придает четкости и стройности ногтям. Поэтому при помощи пилки 100 на 180 грит сглаживаем поверхность. В зоне кутикулы практически не работаю, там и так хорошо выложен материал. Моя задача смотреть на торец, чтобы была оптимальная толщина. Ну и, конечно, мне хочется добиться первое, четкости боковых сторон, потому что нижние параллели были подняты и неправильно опилены предыдущим мастером. Также мне хочется создать поперечную арку. Поэтому я большее количество материала выкладывала на свободном крае, а после опила внутреннюю часть и ступенечку выпиливаю твердосплавной насадкой, которой снимали покрытие. Вот так. Совсем просто. Все эти ступенечки уходят и получается красивый тонкий торец. Знаете, мне прям показалось, что модель выдохнула на этом моменте, потому что ногти ее стали гораздо легче и невесомее. Никакого цветного покрытия мы делать не будем, поэтому предварительно забафим поверхность вот таким милым розовым бафиком. Я иногда его называю маршмеллоу, потому что он очень-очень мягкий, и мне он нравится тем, что им можно проходиться по коже. Получается такой эффект, ну не как бы аппаратного маникюра, а больше как пилочного, сглаживаются мелкие заусенки. Покрываем топом без липкого слоя, но это еще не все. Мы выполним с вами дизайн при помощи йогуртовых гель-лаков. Для этого нам также понадобится твердый гель. Я беру от Космопрофи высокую вязкость. Ставлю 4 капли и в каждую из них добавляю тот самый йогуртовый гель-лак. Смешиваем и теперь при помощи кисти выкладываем материал на поверхности. Именно выкладываем, не просто прокрашиваем, не просто промазываем, а в высоту, чтобы получился объемный эффект. Сейчас это тренд,
в стиле корейского дизайна ногтей. Он максимально популярен. Вот все эти элементы, которые выступают на поверхности, ощущаются, и они очень классно смотрятся. Вот прямо глаз за них цепляется. Наш результат пишите в комментариях, как вам такой дизайн. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!